Чем не закончатся переговоры, Америка все равно выиграет, уверен Дональд Трамп. Переговоры США и Ирана в Исламабаде длились 14 часов и продолжатся в воскресенье. США начали подготовку к разминированию Ормузского пролива. Нетаньяху готов говорить с Ливаном, но с условиями. Тем временем прокурор Международного уголовного суда просит суд выписать ордер на арест израильского премьер-министра. Борис Джонсон неожиданно и в секрете провел 2 дня в Украине на фронте. Инженеры и военные уже изучают капсулу «Орион», которая вернула астронавтов на Землю. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США ведут очень глубокие переговоры с Ираном. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон рассчитывает на успех вне зависимости от исхода диалога. На фоне сообщений о возможных поставках оружия из Китая в Тегеран Трамп предупредил: Пекин столкнется с серьезными последствиями. Вы довольны тем, как проходят переговоры с Ираном? Да, я получаю много отчетов. Они встречаются уже много часов, как вы, вероятно, заметили. Посмотрим, что будет. Смотрите, в любом случае мы выигрываем. Независимо от того, что произойдет, мы выиграли. Мы полностью победили эту страну. Так что посмотрим. Может, они заключат сделку, может, нет. С точки зрения Америки, мы победим. Сейчас происходит то, что танкеры идут к нашей стране. Большие, красивые танкеры. И мы загружаем их нефтью, газом и всем остальным. Это довольно красивое зрелище. А что насчет денег? Вы собираетесь разморозить иранские активы в других странах? Посмотрим, что будет. Мы ведем очень глубокие переговоры с Ираном. Мы выигрываем в любом случае. Мы победили их в военном плане. Они сбросили несколько водных мин, так вы их называете. Мы уничтожили все их катера. Их военно-морской флот уничтожен. 158 кораблей. У них было 28 судов минных заградителей. Все потоплены. Возможно, у них осталось несколько мин в воде. У нас там работают тральщики. Мы расчищаем пролив. Кроме того, мы ведем переговоры. Заключим ли мы сделку или нет, для меня не имеет значения. Теперь все, что мы сделаем, это откроем пролив. Хотя сами мы им не пользуемся. Потому что многие другие страны в мире им пользуются. Либо боятся, либо слабы, либо скупы. Не знаю. Но нам не помогло НАТО, это я могу сказать. Есть сообщение, что Китай готовится поставлять оружие Ирану. Если Китай это сделает, у Китая будут большие проблемы, ясно? В Исламабаде продолжаются закрытые переговоры между США и Ираном. Они идут уже глубокой ночью, и по данным источников могут затянуться как минимум до воскресенья. Делегации работают в условиях полной секретности. Журналистов не допускают к деталям, а даже представители пресс-пула Белого дома признают. Не понимают, сколько продлится встреча и будет ли второй день переговоров. Известно, что стороны уже провели несколько раундов. От непрямых контактов до личной встречи за одним столом. По данным пакистанских источников, обсуждения разбиты на блоки. Безопасность, экономика и контроль над стратегическим Ормузским проливом – именно он остается одним из главных камней преткновения. Переговоры проходят при посредничестве Пакистана. Причем в комнате присутствуют не только дипломаты, но и ключевые фигуры страны. Премьер-министр Шахбаз Шариф и глава армии Асим Мунир, который, по данным СМИ, сыграл важную роль в организации контакта сторон. У нас нет никакого оптимизма в отношении Соединенных Штатов, и особенно режима Трампа. На протяжении 47 лет они пытались подорвать нас. До революции они пытались сохранить Шаха. Фактически именно они привели его к власти. Поэтому было бы крайне наивно доверять чему-либо, что исходит от США. А режим Трампа, в частности, отличается исключительной нечестностью и коварством. Мы увидели это во время 12-дневной войны. Мы вели с ними косвенные переговоры перед войной, и оказалось, что они в это время планировали нападение на нас. Конечно, мы и тогда им не доверяли, дело не в том, что нас обманули, но именно это они делали. И перед этой войной мы тоже вели переговоры через Оман. И министр иностранных дел Омана говорил, что есть прогресс. Но затем они снова атаковали нас. Стремительной, молниеносной атакой.
Мы участвуем в этих переговорах, чтобы международное сообщество, глобальный юг, глобальное большинство и обычные люди на Западе увидели, что именно Соединенные Штаты ведут себя нечестно. Если мы не будем вести переговоры, они скажут, что решение было возможно, но мы им не воспользовались. Мы показываем всем, что всегда готовы искать решения, но именно другая сторона действует нечестно. У нас были предварительные условия для этих переговоров, и они их блокируют. И если это продолжится, прогресса не будет. Мы полностью готовы вернуться к войне. Мы не боимся Соединенных Штатов. Мир увидел возможности Исламской Республики Иран и оси сопротивления. Мир увидел, что мы гораздо сильнее, чем многие ожидали. И это благодаря стойкости иранского народа, а также народов Ливана, Ирака и Йемена. В конечном итоге американцы потерпят неудачу. Единственный путь вперед для них — выполнить свои обязательства. Если они хотят спасти мировую экономику, они должны это сделать. Если же они хотят обрушить мировую экономику ради безумцев в Тель-Авиве, это их выбор. Но мир наблюдает. Израильский режим — это геноцидальный режим, и он существует за счет убийства людей. Вопрос в том, подчинен ли Трамп Нетаньяху, ставит ли он Израиль на первое место, или действительно заботится о Соединенных Штатах. Если он заботится о США, он выполнит свои обязательства. Если нет, значит, он готов обрушить мировую экономику ради Израиля. Это означает, что ему безразличны американцы, и он подчиняется сионистам. Почему это так? Потому ли, что у них есть на него компромат? Или по другой причине, я лично не знаю. Но именно к такому выводу придут многие. Это первая прямая встреча США и Ирана на столь высоком уровне за десятилетия. И она проходит на фоне 6-недельной войны, которая уже повлияла на мировые цены на нефть и глобальную экономику. Тегеран настаивает на немедленном прекращении огня, снятии санкций и разморозке активов. Вашингтон, в свою очередь, делает акцент на отказе Ирана от ядерного оружия, как заявил Дональд Трамп. Это 99% сделки. По данным источников, обсуждается так называемое Исламабадское соглашение. Двухэтапный план. Сначала временное перемирие, затем полноценный мирный договор с гарантиями безопасности и открытием Ормузского пролива для мировой торговли. При этом переговоры проходят на фоне продолжающихся боевых действий в регионе, включая удары в Ливане, что дополнительно усложняет диалог. Несмотря на осторожный оптимизм первых часов, стороны по-прежнему далеки от компромисса. Но сам факт прямого диалога уже называют историческим и, возможно, ключевым шансом остановить крупнейшую эскалацию на Ближнем Востоке за последние годы. Франция призвала Иран к деэскалации и скорейшему восстановлению безопасности судоходства в Ормузском проливе, подчеркнув важность переговоров в Исламабаде. Также Париж подтвердил поддержку ливанских властей и необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня в регионе. Я провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Я призвал его воспользоваться возможностью, которую открывают переговоры, начатые в Исламабаде, чтобы проложить путь к устойчивой деэскалации и заключению требовательного соглашения, обеспечивающего надежные гарантии безопасности в регионе с участием всех заинтересованных стран. Я подчеркнул необходимость того, чтобы Иран как можно скорее восстановил свободу и безопасность судоходства в Ормузском проливе, в чем Франция готова оказать содействие. Я также отметил важность полного соблюдения режима прекращения огня, в том числе в Ливане. Франция выражает полную поддержку действиям ливанских властей, которые являются единственными легитимными субъектами, вправе осуществлять государственный суверенитет и определять будущее Ливана. Иранская делегация, прибывшая в Исламабад для переговоров с Пакистаном, почтила память детей, погибших в результате американских авиаударов. Символами трагедии стали окровавленные школьные рюкзаки и обувь, представленные мировой общественности. Тегеран заявляет о необходимости международной реакции и призывает к расследованию произошедшего. США начали подготовку к разминированию одного из самых важных морских маршрутов в мире – Ормузский пролив. По данным Центрального командования США, в операции уже задействованы 2 ракетных эсминца – USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy. Они прошли через пролив и сейчас работают в Персидском заливе, помогая создать безопасный маршрут для судов. Военные говорят, что их задача – очистить акваторию от морских мин, которые ранее были установлены силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана. В ближайшие дни к операции подключатся дополнительные силы, включая подводные дроны. Командующий Центком Брэд Купер заявил, что уже начато формирование нового безопасного прохода для гражданского судоходства.
Его планируют вскоре открыть, чтобы восстановить нормальное движение торговых судов. Тем временем, как сообщает Reuters, после договоренности о прекращении огня через пролив впервые прошли 3 супертанкера – Серифос, Коспер Лейк и Херонг Хай. Каждый из них способен перевозить до 2 миллионов баррелей нефти. Сенатор Линдси Грэм заявил, если Иран откажется от сделки, США готовы к максимально жесткому сценарию давления на руководство страны. По его словам, Вашингтон уже дал понять Тегерану. Отказ от уступок приведет к тяжелым последствиям. Меня интересует результат. И если вы разговариваете с хладнокровными, склонными к убийству фанатиками, нужно говорить на понятном им языке. Всем, кто критикует Трампа, что вы сделали с Ираном? Он первый, кто реально противостоял этому режиму. Он разрушил их ядерный потенциал. Он уничтожил их ракетную программу. Мы еще не закончили. Надеюсь, мы сможем закончить это дипломатией. Но я скажу иранцам, я сегодня говорил с Трампом. Если вы не примете эту сделку, вы об этом пожалеете. На Ближнем Востоке может открыться новое дипломатическое окно. Израиль впервые за долгое время допускает возможность прямых переговоров с Ливаном. Контакты между сторонами уже начались. Представители 2 стран готовятся к встрече в Вашингтоне при посредничестве США. При этом позиции остаются разными. Бейрут говорит о прекращении огня, тогда как в Тель-Авиве настаивают на полноценном политическом процессе. Обсуждения проходят на фоне продолжающегося противостояния с Хезболла, которое Израиль не рассматривает как часть более широких договоренностей в регионе. Я хочу вспомнить, где мы были. Иран пытался окружить нас удушающим кольцом. Хамас в Газе, Хезболла в Ливане, режим Асада в Сирии, милиции в Ираке, хуситы в Йемене, сам Иран. Они хотели задушить нас, а мы душим их. Они угрожали нам уничтожением, а теперь сами борются за выживание. Мы нанесли им удары, нам еще есть что сделать. И я сейчас об этом скажу. Но я хочу начать именно с самого Ирана, с головы этого осьминога. Потому что я посвятил значительную часть своей жизни тому, чтобы предотвратить одно, чтобы этот режим не получил ядерное оружие, с помощью которого он стремится уничтожить еврейское государство и положить конец еврейской истории. Я говорил об этом в Конгрессе, в ООН и в различных парламентах. Я санкционировал разные действия, большинство из них тайные, чтобы замедлить их, и нам действительно удалось их сдержать. Но мир не услышал. Мы захватили территорию, прежде всего уничтожили многих из них. Разрушили всю их подземную инфраструктуру, тоннели, террористические деревни над землей и создали зону безопасности глубиной от 8 до 10 километров, чтобы отдалить угрозу от наших населенных пунктов. Мы все еще воюем с ними, это еще не закончено. Вы видели это буквально несколько дней назад. Мы провели самую мощную операцию со времен пейджеров. Мы ликвидировали сотни боевиков за 10 минут. И наша рука еще протянута, это продолжается постоянно. Мы воюем с Хезболлой, потому что для нас это решено окончательно. Вернуть безопасность жителям Севера, они этого заслуживают, как и все граждане Израиля. Я хочу сказать вам, что произошло здесь. В результате той силы, которую мы продемонстрировали, Ливан в последний месяц обратился к нам, обращался несколько раз с предложением начать прямые мирные переговоры. Такого у нас еще не было в истории. По сути, это было один раз десятки лет назад, но сейчас они сами обратились к нам. И я это одобрил при 2 условиях. Мы хотим разоружения Хезболлы, и мы хотим настоящего мирного соглашения, которое продержится поколение. Международный уголовный суд заявил о возможной уголовной ответственности Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта за действия в Газе. Речь идет о предполагаемых военных преступлениях и преступлениях против человечности. Окончательное решение остается за судьями. Я также могу сегодня подтвердить, что у меня есть разумные основания полагать, на основе доказательств, собранных и изученных моим офисом, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант несут уголовную ответственность за следующие международные преступления, совершенные на территории государства Палестина, как минимум с 8 октября 2023 года. К числу этих преступлений относятся использование голода среди гражданского населения как метода ведения войны, умышленное причинение серьезных страданий, тяжких телесных повреждений или вреда здоровью, либо жестокое обращение,
умышленное убийство, а также преднамеренные атаки на гражданское население, а также преступления против человечности, уничтожение и слэш, или убийство, преследование и предполагаемые преступления в виде совершения других бесчеловечных актов. Предполагается, что эти преступления были совершены в контексте продолжающегося вооруженного конфликта и как часть широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население Газы в соответствии с государственной политикой. На фоне резкого обострения риторики между Анкарой и Тель-Авивом, Министерство иностранных дел Турции выступило с жестким заявлением в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В Анкаре обвинили израильского лидера в военных преступлениях и попытках сорвать мирные переговоры, а также заявили о намерении добиваться его привлечения к ответственности на международном уровне. Мы не только укрепили наш альянс с Соединенными Штатами, но и формируем новые союзы с важными странами региона для противостояния общей иранской угрозе. И я надеюсь, что вскоре, граждане Израиля, я смогу рассказать вам больше об этих важных союзах. В Ираке выбрали нового президента. Им стал курдский политик Низар Амеди. Голосование прошло в парламенте в Багдаде. Депутаты по очереди опускали бюллетени, после чего начался подсчет голосов. Когда результат объявили, Амеди принес присягу. Он пообещал защищать независимость страны и работать в интересах граждан. Амеди – бывший министр экологии. Последние годы он представлял партию Патриотического союза Курдистана в столице. Пост президента в Ираке во многом символический, но теперь внимание переключается на куда более важное решение – выбор премьер-министра. Именно он будет формировать новое правительство. Этот процесс уже вызывает напряжение. Ранее в Вашингтоне предупреждали. Поддержка Ирака может оказаться под вопросом, если к власти вернется бывший премьер Нури Аль-Малики. Пентагон вкладывает миллиарды в противоракетную оборону. Американская компания Lockheed Martin получила контракт почти на $5 миллиардов на производство ракет-перехватчиков для системы Patriot. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Речь о модернизированной версии ПАК-3. Эти ракеты считаются одними из самых эффективных против баллистических целей. Именно тех, которые сегодня все чаще используют в современных конфликтах. Контракт – часть более крупной программы. США наращивают производство. К 2030 году планируют выпускать до 2000 таких ракет в год. Причина – растущий спрос. Перехватчики уже активно расходуются на Ближнем Востоке, а также в Украине, где системы Patriot играют ключевую роль в защите от ракетных атак. Фактически, речь идет не просто о поставках, а о попытке закрыть дефицит и подготовиться к долгой гонке вооружений, где ставка делается на скорость производства и технологическое преимущество. В Ирландии полиция и военные сопровождают топливные цистерны, пытаясь прорвать блокаду нефтеперерабатывающего завода в графстве Корк. Протесты вспыхнули из-за резкого роста цен на дизель, более чем на 20%. Участники акций перекрыли доступ к заводу в Уайтгейте, а также к портам и ряду дорог, включая маршруты в Дублине. Из-за этого сотни автозаправок остались без топлива. Власти предупреждают, что перебои уже затрагивают работу экстренных служб. Полиция начала операцию по разблокированию территории. Есть задержанные. Для восстановления поставок топлива доставляют под охраной. В Украине прошел очередной обмен пленными между Киевом и Москвой. Домой вернулись 175 украинских военнослужащих и 7 гражданских. Многие провели в плену несколько лет. Часть военнослужащих доставили с ранениями. Им оказывают медицинскую помощь. Россия также заявила о возвращении 175 своих военнослужащих. Они направлены в Беларусь для лечения и реабилитации. Обмен прошел при посредничестве ОАЭ и совпал с краткосрочным перемирием в честь православной Пасхи. Такие обмены остаются одним из немногих результатов переговоров на фоне продолжающегося конфликта. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил передовые позиции украинской армии на юге страны. По итогам поездки он опубликовал резонансную колонку в Daily Mail, в которой описал фронт как зону убийства, пространство, где любое движение находится под постоянным наблюдением дронов и огнем артиллерии. По словам Джонсона, современные боевые действия превратились в технологическую войну, где выживание зависит от скорости и точности. Он также заявил, что конфликт в Украине рискует стать забытой войной для западных стран. Британский политик подчеркнул: Украина сегодня защищает не только свою территорию, но и безопасность всей Европы. При этом Джонсон резко раскритиковал союзников за недостаточную поддержку Киева, задав вопрос: делают ли они достаточно, чтобы помочь Украине переломить ход войны? По его мнению, Россия не сможет захватить всю страну. Однако исход конфликта напрямую зависит от уровня западной помощи. Всем привет!
Не так давно я вернулся из места под названием Запорожье, недалеко от линии фронта в Украине. Я хотел увидеть, как беспилотники влияют на поле боя и как справляются украинцы. Они герои. И Путин, да, добивается очень медленного прогресса, но я как никогда убежден, что Украина победит. Однако я также как никогда уверен, что мы на Западе, несмотря на все наши обещания, должны делать гораздо больше, чтобы помочь. И мы можем это сделать. Греция доставила благодатный огонь из Иерусалима в Афины, несмотря на усиленные меры безопасности на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Янис Лавердес. Огонь торжественно встретили в аэропорту и сразу же доставили по всей стране к пасхальным службам. Благодатный огонь прибыл в Грецию. Мы обещали доставить его, несмотря на все трудности и препятствия. И мы это сделали. Это было очень трудное усилие, и я очень горжусь тем, что мне выпала честь и благословение возглавить греческую делегацию, доставившую благодатный огонь из храма гроба Господня в Афины. Совсем скоро он будет доставлен по всей Греции. Сегодня все уголки нашей Родины озаряются и приветствуют благодатный огонь нашей веры. И в мирные, и в трудные времена свет победит тьму. Папа Римский Лев призвал мировых лидеров остановить войну и начать переговоры. В Ватикане он провел молитвенное бдение за мир. Понтифик заявил, пора отказаться от эскалации и сесть за стол диалога. Он подчеркнул, что человеческое достоинство не должно страдать из-за конфликтов. Папа также напомнил о письмах детей из зон боевых действий и призвал услышать их голос. По его словам, истинная сила не в оружии, а в служении жизни. Разумеется, на лидерах наций лежит огромная ответственность. Мы взываем к ним: остановитесь, настало время мира. Садитесь за столы диалога и посредничества, а не за столы, где планируется перевооружение и принимаются решения о смертельных действиях. Церковь — это великий народ, служащий примирению и миру. Она идет вперед без колебаний, даже если отказ от логики войны вызывает непонимание и презрение. Она проповедует Евангелие мира и учит повиноваться Богу, а не людям. Особенно тогда, когда достоинство других людей подвергается угрозе из-за постоянных нарушений международного права. Я получаю много писем от детей из зон конфликта. Читая их, через искренность невинности ощущаешь весь ужас и бесчеловечность действий, которыми некоторые взрослые даже гордятся. Давайте слушать голос детей. Хватит идолопоклонства себе и деньгам. Хватит демонстрации силы. Хватит войны. Истинная сила проявляется в служении жизни. Пусть безумие войны прекратится, а земля будет заботливо обрабатываться теми, кто еще умеет создавать, хранить и любить жизнь. Услышь нас, Господи жизни. Капсула «Орион» миссии «Артемида-2» уже на борту десантного корабля «Джон П. Мёрта». Спустя сутки после приводнения ее внимательно изучают инженеры и военные. Корабль провел почти 10 дней в полете вокруг Луны и вернулся домой. На этих кадрах видно, какой ценой дается вход в атмосферу. Обшивка местами обгорела, тепловой щит почернел, внешний слой корпуса частично отслаивается. Специалисты работают в защитных костюмах, проверяют состояние капсулы, осматривают внутренние системы и фиксируют каждую деталь. Особое внимание тепловой защите, которая выдержала экстремальные температуры при возвращении. Наверху капсулы надувные стабилизаторы. Они помогли удержать «Орион» в правильном положении после приводнения. Экипаж из 4 человек благополучно вернулся на Землю. Это первый за более чем полвека пилотируемый полет к Луне и важный шаг для НАСА. Впереди новые миссии. Главная цель — снова высадить людей на Луну и подготовиться к полетам на Марс.